Итак, доброе утро, друзья. У нас начинается вот так вот видос. Мы сейчас едем на работу. Точнее, это моя подработка, помимо моей основной работы. Вот, сегодня я вам покажу один день. То, как я, в принципе, провожу свои обычные буденные дни. О, автобус, кстати, вы видите сейчас, школьный, смотрите. Улетел развозить малых. В общем, хочу вам показать, в принципе, как проходит мой день с утра и до вечера, что я делаю, чем занимаюсь. Также вы посмотрите, точнее, я вам покажу свою дополнительную свою работу, где я делаю, так сказать, экстра мани. Я уже там работал несколько раз, по-моему, 3 или 4 дня. Первые 3 дня это были по 4 часа, и еще один день я там работал 8 часов. Как я нашел эту подработку? Получается, это место, где работает Юля, ее босс, ее шеф предложил мне, так как он узнал о том, что я работаю по краске, умею красить, он предложил мне покрасить их воркшоп. Это большой такой ангар, который будет сдаваться в аренду с 1 января. Причем очень интересно, кому это будет сдаваться. Это известный такой чувак здесь, в Челеваке, который делает большие огромные скульптуры из металла. И сейчас я вам вставлю сюда фотографии этих скульптур. И вот одна из последних его работ, это был дракон, точно такой же, как в «Игре престолов», полностью сделан из металла, и на этот проект у него ушло 2 года. На данный момент, уж я видел последние новости в Фейсбуке о нем, это он искал ребят, которые могут сделать огонь типа с сорта. То есть он искал компанию, которая может сделать все четко, качественно, чтобы это всегда работало. Он об этом написал большими буквами, чтобы оно было надежное, чтобы не на один раз поплевался огнем и все. В общем, чувак очень крутой, и так как у него большие проекты, то, что я видел по Фейсбуку, он дракона этого собирал по частям, то есть там одно крыло, одну ногу и так далее, а потом это все дело вывозил куда-то и собирал воедино. Вот. Здесь же, поэтому он и хочет снять огромный такой воркшоп, потом как ему не придется все это дело, второй автобус, потом как ему не придется все это дело расставлять по... То есть он все в одном месте, грубо говоря, может сложить воедино любую свою скульптуру, любого дракона, любого размера. Вот. То есть в чем состоит моя задача? Чисто в покраске, может быть, где-то что-то где-то подшпаклевать, так как там гипсокартон. Заказчик хочет просто освежить это, то есть там не нужно как-то делать что-то в идеал. То есть там обычно гипсокартоновые стены, которые подшпаклевали, и моя задача их покрыть грунтом, там белый грунт, потом сверху покрывать белой краской. То есть потолок мы будем делать только в грунт, а стены будем грунт с краской. В общем, почему мне это интересно? Потому как у меня есть свое свободное время, и после основной работы чаще всего, как я это делал на прошлой неделе, после своей основной работы, то есть я заканчиваю это в 5-6 и еду туда на 3-4 часа до 9 до 10, подрабатываю там. Вот. То есть, в чем преимущество еще то, что, как я уже сказал, там не нужно делать что-то до идеала, ты просто красишь. Его, в принципе, все устраивает то, как я это делаю, и так как подготовили стену, то есть там какой-то определенной красоты не нужно, просто он хочет осветлить стену для того, чтобы там было немножко больше света, больше немного ярче стало. Поэтому увидимся уже непосредственно, когда мы доедем. Покажу вам сам ангар. Погнали. Итак, вот он, большой огромный шап, в котором я буду сегодня работать. Как вы уже видите, я покрасил немного потолок там и здесь, и стены точно так же. Стены, кстати, уже в грунте и уже в краске. Потолок будет только в грунте, в белом. Здесь стены у нас будет грунт поверху и по низу тоже, и белая краска. Снизу набита фанера для того, чтобы не так сильно
разбивали стены из гипсокартона, потом как это будет зона рабочая, соответственно, будут огромные такие стоят металлические конструкции, очень будет много сварки, поэтому, чтобы это все не побилось, такое было решение сделать из фанеры. На самом деле очень умное решение, я его полностью поддерживаю. Сделано умно. Это лучше намного, чем вот так вот из гипсокартона, потом за года стены превращаются просто в труху. Вот, я вам сегодня покажу, в принципе, как я работаю, что входит в мою работу. Вот, на самом деле ничего тяжелого, у меня есть компрессор, который вот сейчас покажу вам сразу, не отходя от кассы. Есть компрессор, которым я крашу. Кстати, здесь компрессора немного отличаются от привычных нам в Украине, потому что в Украине я красил компрессором воздушным. Здесь же у них компрессоры, которые просто вкачивают краску в себя и гонят ее в краскопульт. Вот. На самом деле мне он очень нравится, потому что он тихий по сравнению с компрессором воздушным. Поэтому если бы я знал о таком компрессоре в Украине, то скорее всего у нас был бы такой, потому как у нас было производство и мы использовали только воздушный компрессор, и он очень-очень громкий, это большой его минус. Здесь же такой компрессор, я вам покажу, и вы послушаете, как он работает, когда я его включу. Вот, собственно говоря, здесь стоит у меня компрессор, точнее вот здесь, судя по краске, вы видите большой провод. Единственный, конечно, минус то, что я сам, и мне приходится эти леса постоянно двигать. Вы, в принципе, это сейчас увидите, когда я вам покажу, как я работаю. Вот, то есть я поднимаюсь, крашу зону, потом мне приходится опять спускаться, двигать леса и потом опять подниматься. То есть это на данный момент такой, можно сказать, минус работы. Ну, а что поделать? В каждой работе есть свои минусы, но зато спорт. Вот, зато спорт не дает мне зачерстветь. Вот. Вы слышите, да, как он тихо работает? Вот смотрите, как только он качает только в тот момент, когда вы нажимаете, когда вы спреете. То есть это преимущество именно этого пульверизатора перед воздушным компрессором. Не знаю, мне он нравится намного больше, потому что он реально тихий, и его можно поставить в маленькое помещение, если у вас такого есть, и он не будет шуметь. Вы можете красить, я не знаю, хоть днем, хоть и ночью. Он реально очень-очень тихий. Погнали красить. Вы видели, наверное, когда я красил, зашло два человека, это босс и сотрудник. Так вот, босс сказал сотруднику поубирать здесь. Я вам сейчас покажу. Он сказал ему поскладывать вот эту древесину на поддон. И я думаю, что если вы перемотаете назад, то вы увидите, что она была немножко разбросана. Так вот, он это собирал все это время, пока я красил. И я это к тому, что здесь люди, работники, очень
медлительный, можно так сказать, можно так выразиться. То есть очень-очень медленно все делают, потому как в основном оплата идет почасовая, и просто нету смысла куда-то торопиться, они просто делают свою работу. Если мы будем сравнивать, ребята, нашу работу, я имею в виду земляков наших, то, как мы здесь работаем, то мы работаем в 2 раза быстрее, чем канадцы. Это факт. Это то, что я вижу, то, что наблюдаю. Это реально, куда бы я ни пришел, что бы я ни делал, люди очень сильно расслаблены. Они прям делают все очень медленно. Иногда бывает, даже я задумываюсь о том, что мне нужно работать помедленнее, потому что, в принципе, все люди, с которыми я работаю, все говорят о том, что, ну, типа, они в шоке с того, что я делаю все быстро. Вот. И их все устраивает, то есть они платят почасовку, и они получают результат очень-очень быстро. И получается так, что мне нужно привыкать понемногу к современным реалиям Канады и